Махавира Прабху. Понятно. Ну что, вас теперь не слышно. Махавира Прабху. Можно начинать. We can start now. Можем начать. Yeah. I understand half Russian, so. So I think I was asked to speak about a specific situation or subject matter, which is based on my experience of devotees being prosecuted in Germany. Меня попросили рассказать о моем опыте, то есть непосредственно провести лекцию о том, какой у меня опыт, когда преданных в Германии, в гонения были разные у преданных Германии. Now, I wrote even about these things. It was a particular time. However, the issue in itself, it's eternal. И я уже написал об этом книгу, но тем не менее, вот эта тема, она вечная, можно все время обсуждать. As Krishna states in the Bhagavad Gita, there are always demoniac and godly natures. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, что всегда существуют божественные и демонические натуры. This struggle goes on and on. We find it all described in Srimad Bhagavatam, in Mahabharata, everywhere. И эта битва продолжается все время, все время продолжается, и мы можем найти об этом описание в Бхагаватам и других местах. This is, of course, not concerning the spiritual world, but now here we are living in a material world. И, конечно, это не относится к духовному миру, но мы сейчас живем здесь, в материальном мире. So, what do we expect? It's going to be like that. И что же нам ожидать? Конечно, так и будет продолжаться в этом мире. And Krishna consciousness is not uniting everybody. It brings out who is a God, who is a devotee, and who is a demon. И сознание Кришны не объединяет всех, все равно есть разница между тем, кто является преданным, и кто демоном. Krishna consciousness is open to everybody. Но сознание Кришны открыто для всех. But there's three classes of men. Those who are instantly opposed, without even knowing what actually Krishna consciousness is about, but instantly and instinctively they hate it. Есть три вида людей. Одни из тех людей, те, которые вот прям постоянно сопротивляются сознанию Кришны, зная об этом или нет, инстинктивно они против него. And there are those who don't know which side they may be part of. They are confused. That's the majority. А есть те, кто не знают, какую сторону принять. И большинство людей как раз относятся к этой категории. And there are those godly, pious ones, you could call them demigods, who instantly take shelter in Krishna consciousness. А есть те, кто являются очень благочестивыми и всегда принимают прибежище у Кришны. Их можно назвать полубогами. Even when you would travel around the world, you will find different locations where the proportions are different. Sometimes more demons, sometimes even more devotees. Даже странствуя по этому материальному миру, можно встретить разные места, где встречаются личности в разных пропорциях. В каких-то местах больше демонов, в каких-то преданных. So, if we are speaking about Russia, И если мы говорим о России, the majority is actually of a pious nature. то тогда можно сказать, что большинство все-таки проживающих там людей благочестивы. Srila Prabhupada confirmed that. И Шрила Прабхупада сам подтверждал это. But unfortunately, in this age, the minority, the demoniac part, often takes the leadership. Но, к сожалению, в настоящее время вот это меньшинство демоническое берет верх. But even there, you find those who are more inclined and those who not. И все равно даже в таких ситуациях можно среди них найти тех, кто все-таки более склонен к сознанию Кришны, и тех, кто менее. I am aware that this is a little bit controversial issue, and this recording can be viewed even by those who are not exactly inspired about Krishna consciousness. Я понимаю, что это немножко противоречивый момент, и эту запись могут увидеть те, кто не очень-то вдохновлены сознанием Кришны. But I can pacify them.
Но я могу их успокоить. We are not politically involved. Мы никак не, нам не интересна политика. There was an attempt from Srila Prabhupada in the early days, because Srila Prabhupada said that even Krishna got involved politically. So why not? We should also not say something. Хотя Шрила Прабхупада пытался как-то вот в отношении политики действовать и даже говорил, что что Кришна сам не против политики. He started even a Hare Krishna political party. Он даже в одно время образовал политическую партию Харе Кришна. Rupanuga Prabhu was starting political campaign with our Hare Krishna program. И Рупануга Прабху даже начал политический проект, кампанию политическую, которая вот Харе Кришна именно относилась к этой партии. But soon after, Srila Prabhupada stopped that. Но вскоре Шрила Прабхупада прекратил эту кампанию. Because he realized that this is not going to go the way we want. Потому что он начал понимать, что это все не закончится тем, чего он хотел бы, Шрила Прабхупада. Srila Prabhupada expected that people will join us, not that we join them. Шрила Прабхупада хотел, чтобы люди присоединялись к нам, а не чтобы мы присоединялись к ним. So, and he didn't make any secret out of this, that in the present days, the rules of the game are designed by the demoniac class. И поэтому даже по настоящее время правила этой игры все-таки устанавливаются демоническим классом. But he stressed over and over again, we are a spiritual movement, not a material movement. Но Шрила Прабхупада снова и снова подчеркивал, что мы являемся духовным движением, не материальным. And what is the nature of spiritual life or spiritual movement? А какова природа духовной жизни или духовного движения? It's ahaituki apratihata. That means it's not depending on or cannot be stopped by material circumstances. Оно не зависит от материальных обстоятельств, его невозможно остановить с помощью материальных способов. German history of German yatra is a clear example for that. И история немецкой ятры является ясным примером этого. You have to understand, I joined 1972, a group of young men and young girls who were extremely enthusiastic. Надо понимать, что я присоединился в 1972 году к группе молодых парней и девушек, которые были невероятно вдохновлены движением. I joined because of that. И я как раз поэтому и присоединился, что они были так энтузиастичны. I'm born in Czech Republic. That's the kingdom of cynical, joking, cynically joking, often very depressed people. Я вообще родился в Чехии, в стране, где люди очень часто, у них превалируют такие циничные шутки. They are very good at this. Они очень хорошо шутят таким образом. У них хорошо получается. They will make jokes even when they are dying. Они будут шутить даже когда умирать будут. I don't want to go into the Russian genetical mentality. There are always differences. There are different people. Всегда есть разные, чем отличаются люди. Не буду сейчас говорить, чем отличается менталитет русских. But I know what it means to sit with the balalaika at the river of Volga and sing very, very melancholic songs. Но я все-таки знаю, что такое сидеть на берегу реки Волги с балалайкой и петь очень меланхоличные песни. This deep, mystical melancholy. It's known. I'm also born in a Slavian country, so I know. И мне это известно, потому что я родился в славянской стране, и я знаю, что это такое, вот это глубокое чувство меланхолии. But I tell you quite frankly, whenever I go to Russia, I am mostly inspired. Но могу сказать честно, что каждый раз, когда я еду в Россию, мое путешествие там, оно сопровождается огромным вдохновением для меня. I'm so grateful for even this 2 hours. I can have at least this kind of association with Russian devotees.
И я очень благодарен, что у меня есть хотя бы эти 2 часа провести с русскими преданными. I can give you a long lecture about the wonderful qualities of devotees I found in Russia. Я могу прочитать очень большую лекцию о том, какие качества прекрасные я нашел в русских преданных. I know that those devotees who live there will say, well, what does he know? He is not living here. Я знаю, что те, кто в России живет, подумают, да что он знает, он же не живет здесь. And surely, you find also people with a demoniac mentality. И, конечно, ну, можно сказать, что люди, так думающие, они обладают демоничным настроением, Russia is big. потому что Россия очень большая. Big devotees, big demons. Большие преданные там и большие демоны тоже там. India, very similar, actually. На самом деле Индия очень похожа таким, в этом отношении. Prabhupada said that. Шрила Прабхупада говорил так. So, but back to Germany. Итак, вернемся к Германии. So, of course, I joined the movement in Germany. It was maybe 2 years old. И я присоединился к движению в Германии, возможно, оно уже существовало 2 года на тот момент. In the 60s, 70s of the previous century, this was a time where there was lots of things happening. И в это время, в 60-е, 70-е начало, очень много всего происходило в Германии. Everything was on the move. Everybody wanted to change or move, at least the young generation. По крайней мере, молодое поколение хотело все поменять, то есть все было много перемен. Many experimented with drugs just to find a new type of consciousness. Многие экспериментировали с наркотиками просто чтобы обрести какой-то новый уровень сознания. The old established boundaries and rules and regulations established in a society were removed. И старые какие-то, старые принципы, которыми общество руководствовалось, стали меняться. There was extremely strong strive to find a new way of living. Очень сильная была попытка найти какой-то новый способ жизни, новый образ жизни. So some experimented with drugs, some experimented with chanting Hare Krishna. Итак, кто-то экспериментировал с наркотиками, а кто-то экспериментировал с повторением Харе Кришны. Of course, the result was very different. И, конечно же, результат у тех и других был очень разный. The whole hippie movement died on drugs and illicit sex life. И все движение хиппи, оно жило на наркотиках и сексуальной жизни. And those who kept on chanting and following the principle Srila Prabhupada gave, they got saved. А те, кто жил принципами, которые дал Шрила Прабхупада, те были спасены. То есть хиппи погибали вот таким образом жизни, а преданные были спасены Шрилой Прабхупадой. But still, there were similarities in the approach, of the issues. Но все равно были все-таки сходства между теми и другими молодыми людьми, сходство в том, как они относились, какой подход у них был. I'm coming from a generation of young people who, in principle, never believed what is told to them. Я, например, родился в таком поколении, которое никогда не верило тому, что им говорили. We drove our teachers in a school already completely crazy. Нас учили в школе тому, что являлось полной глупостью. I was supposed to write a big essay in school. Why should we go on holiday? Мне нужно What было a stupid idea. Мне нужно было написать большое эссе в школе о том, почему нужно идти на каникулы. Зачем So это I нужно? took Вот the это эссе. paper. I took the paper and I wrote, yes, why? And then gave it back. И я взял бумагу и написал, да, зачем? Я отдал обратно. The teacher was not very happy. It was a very short essay. И учитель не был доволен. Очень короткое эссе у меня получилось. We were all like that. И мы все были такие, вот противостояли всему.
always asking, where do things come from? Who established all this? И мы все время спрашивали, а откуда все это взялось? Кто установил эти правила? So what a relief it was to meet Srila Prabhupada and his disciples, who said everything comes from Krishna and is meant for serving him. The issue was clear. Sorry, can you repeat this? The beginning, I just lost. What a relief it was to Ah, meet a relief. Srila Prabhupada's disciples and hear that everything comes from Krishna and we are supposed to serve him. That's all. Да, и огромным облегчением было встретить Шрилу Прабхупаду и преданных, которые сказали нам, что есть Кришна, и нам все, что нужно, это просто служить ему. So that's where our strength came from. We were not speculating and doubting anymore. И вот сознание Кришны как раз заключается в этом. Нам больше не нужно спекулировать или сомневаться. By faith in the Guru, a blind man can see stars in the sky, a lame man can dance, and a man who never spoke recites poetry. Благодаря вере в Гуру, вере в Кришну, немой может стать прекрасным оратом, хромой перейти горы, а тот, кто не танцевал, никогда затанцует. If you consider we were maybe 15 devotees on Sankirtan. Вот можно представить, на санкиртану пошло 15 преданных. Distributing books day and night. И они распространяют книги днем и ночью. When you ask in Germany on the street, how many Hare Krishnas you think are in Germany? Если вот в такой ситуации спросить немца в Германии, спросить, как вы думаете, а сколько преданных Харе Кришна в Германии? Nobody said less as 50,000. И никто не говорил, не давал ответа, что их меньше, чем 15 тысяч. They said, you are everywhere. Они говорили, да вы повсюду. But it was just 15 people traveling around like crazy. Но у нас было всего 15 человек, и мы путешествовали по всей стране, как сумасшедшие. That you can do with such a small amount of people when they are convinced and determined to serve Srila Prabhupada. И этого возможно достичь, если люди убеждены и вдохновлены служить Шриле Прабхупаде. And of course, Germans were not prepared for that. И, конечно, немцы не были готовы к такому. 1972, when I joined, there was not much immigration going on in Germany. В 1972 году, когда я присоединился к движению в Германии, не так много было людей, которые мигрировали в страну. I was the first Slavian Bhakta in Germany. И я был первым славянским бхактой в Германии. Then Jaya Gurudev and few others came also from Western countries where their parents immigrated. Ну, Джай Гурудев и другие потом тоже присоединились из других стран, где жили их родители на Западе. But even German devotees didn't know what to do with me. I was obviously born in a Slavian country. Но даже немецкие преданные не знали, что со мной делать, и ведь я был рожден в славянской стране. There was no Russian devotees anywhere. Russia was closed behind the Iron Curtain. И русских преданных нигде не было, потому что Россия была закрыта за железным занавесом. And we have our genetic design. Well, I can personally act both ways. I can act like an actor in a German way or in a Slavian way. И у меня такая природа, я могу играть обе роли. То есть я мог себя вести как славянский, как человек, а мог хорошо играть, как будто я немец. It became handy. It was possible to use on Sankirtan. И это, было очень удобно, я мог этим пользоваться на санкиртане. I used both ways to distribute the books. И я таким образом распространял книги и в той, и другой роли. I made jokes with Germans in such a way they got so confused they bought the book. И я шутил с немцами таким образом, что они полностью сбиты с толку были и брали книги.
I could tell you many sankirtan stories, but actually, to stay simple, yeah, Germans were not prepared for us, for the devotees. И я могу много историй санкиртана рассказать, но если все укоротить, то, в общем, немцы не были готовы к преданным, они не были готовы к нам. And Germany at that time was very, very German. И Германия в тот момент была очень такая немецкая, то есть все там было по-немецки. Все было как вот в стране должно быть, как вот жители коренные делают. Just to see a devotee in dhoti and with tilak walking on a street, people immediately called police. Просто увидев преданного на улице в доте, немец сразу же звонил в полицию. They saw there's a madman walking on a street. Они сразу говорили, какой-то сумасшедший по улице идет. And Germans love to call police. И немцы любят звонить в полицию. They used to say always, that was every day we got to hear this. I'm a Christian, I will call police. Мы каждый день это слышали. Я христианин, я звоню в полицию. We used to ask them if Jesus Christ is the chief of the police station. Мы их даже спрашивали, а Иисус что, шериф, шеф полицейский? It was very connected. Потому что очень было связано. So we anyway were distributing the books. И мы распространяли книги всюду. Любым способом. When it came to preaching, pure preaching. А когда нужно было проповедовать, чистую проповедь устроить. That means book distribution, haranam, and prasaram distribution. То для нас это означало распространение книг, харинамы и распространение прасада. When you do these three things, you have enough to preach for a whole lifetime. Если вы эти три вещи делаете, то вы можете заниматься проповедью всю свою жизнь. Prabhupada was absolutely uncompromising. И Шрила Прабхупада был совершенно бескомпромиссен. Of course, he said something which we should carefully listen to. He said, you have to learn how to catch the fish without getting wet. И, конечно, нужно внимательно слушать то, чему учил нас Шрила Прабхупада. Например, он говорил, нам нужно научиться тому, как поймать рыбу и не замочиться. But, you know, when you have a group of young men and young girls starting preaching, nobody understood that. Но, знаете, когда мы говорим о молодых мужчинах, женщинах, очень энтузиастичных, то никто не мог этому научиться. We didn't even know what is the difference between mode of passion and real enthusiasm in Krishna consciousness. Мы даже не понимали, в чем разница между настоящим энтузиазмом в сознании Кришны и качеством страсти. When you are in a mode of passion, you don't understand these things. Когда вы в страсти, вы вообще всего этого не понимаете. So there was certainly a very, very passionate activity going on. И поэтому определенно в тот момент было очень много разной страстной деятельности, очень активной. Especially in Germany. В особенности в Германии. You know the German way of living? А знаете, как немцы живут? You work. Они работают. When we ask the people, why do you work? И когда вы спрашиваете их, а чем вы работаете? The answer was, well, I have to eat. А ответ был такой, ну, мне же надо есть. And why do you eat? Мне же надо есть что-то. А мы тогда спрашивали, а зачем вам есть? Зачем вам есть? Because I need to work. А они говорят, потому что мне нужно работать. And why do you work? А зачем вы работаете? So I have to eat. Чтобы что-то есть. That's the German way of living. Вот таким образом немцы живут. So very organized, very dutiful, but no idea
what the meaning of life is. Очень организованные, очень исполнительные, но совершенно не имеют понятия, в чем смысл жизни. So I joined the yatra where even to sit down and read a book was considered very strange. Я присоединился к ятре, в которой даже просто присесть и почитать книгу было очень странно. Everybody was running. Все бегали вокруг туда-сюда. From the Mangala Atik up to the evening, everybody was running. Начиная с Мангаларати до самого вечера все бегали, носились. So of course the results were accordingly. It was great results coming. И, конечно, и благодаря этому великолепный результат был. The question is how long? Но вопрос был в том, как долго это будет продолжаться. So of course our dynamic leaders and everybody was acting pretty recklessly. И, конечно, No consideration for the future. наши динамичные лидеры действовали очень активно, рьяно и так непослушно, и совершенно не заботились о будущем. Do you need officially permission? I asked like this. When I was new Bhakta, I asked, do we have permission to sell these books on the street? Когда я был новым бхактой, я спрашивал, а у нас есть вообще разрешение распространять книги на улице? The answer from my Sankirtan leader was, of course. Lord Nishingadev gave us already the permission. И мой лидер санкиртана отвечал, конечно, нам Господь Нрисимхадев выдал разрешение. In a sense, it's true. И в каком-то смысле это так. But again, we pull out the fish and got completely wet. Но, опять же, мы рыбу-то достали, но полностью замочились. So it took like 3 years and the police was in front of the door. И примерно через 3 года пришли полицейские в храм. In one day, they took over the temple, confiscated all the money, and our leaders were in jail. Они в один день забрали храм, конфисковали деньги и отправили всех наших лидеров в тюрьму. And there was a heavy, heavy court case for 3 years going on. И в течение 3 лет очень тяжелое судебное разбирательство проходило. And what did we do? What? What did we do in response? А что же мы сделали в ответ? We continued to distribute books. А мы продолжили распространять книги. It wasn't easy. И это было непросто. All the newspapers and all the people were against us. Все газеты, все люди были против нас. But we took it as a great inspiration. Но мы отнеслись к этому как к источнику величайшего вдохновения. Cannot imagine how many police stations I was sitting in. Вы даже представить себе не можете, в скольких полицейских участках я просидел. And you have to understand, sometimes the chief of the police was still the one who was fighting at Stalingrad. Нужно понимать, что некоторые из руководителей полицейских участков были теми, кто воевал сами в Сталинграде. I still feel the print of the pistol I had on my head when he put his gun on my head and said, I would like to shoot you right away here. Я до сих пор чувствую отпечаток дула пистолета, когда он говорил, что я тебе выстрелю прямо здесь, прямо сюда, в лоб, в висок. I told him, just do it. Я ему отвечал, да делай уже. And smiling at him, I said, it's no better way to die as here on Sankirtan, you know. И смеясь, говорил, да нет лучшего способа умереть, чем здесь, на Санкиртане. They ask us, who organized all this, collection and distribution? И они спрашивали нас, кто вообще организовал все эти сборы пожертвований и распространение книг? We had a specific picture of Lord Nishingadev with us. He said it was him. И у нас было специальное изображение Господа Нрисимхадева, и мы доставали и показывали его, и говорили, вот он.
So Prabhupada himself, when he heard about the trouble we are in, he never commented on any detail or criticized us. И когда Шрила Прабхупада сам слышал, что происходило с нами, всю эту историю, он никогда сильно в детали не вдавался, не комментировал и не критиковал нас. Even he knew that certainly we played our part, our behavior was not correct. И даже несмотря на то, что он определенно знал, каково было наше поведение, и что в каком-то смысле мы были не совсем правы. There's a difference between being determined and being arrogant. Есть разница между тем, чтобы быть очень целеустремленным и чтобы быть высокомерным. So the mood was rather growing more arrogant. So Krishna, in his wonderful way, corrected the situation. И поэтому движение как бы развивалось несколько таким, слишком высокомерным образом, и Кришна организовал все так, чтобы это исправить. The demons speeded up their karma and the devotees became a little bit more humble. Демоны проявили свою каму, и преданные стали немножко более смиренными. But never stopped preaching. Но никогда не останавливали проповедь, не We прекращали. can always preach Всегда можно проповедовать, in all kinds of circumstances. в любых обстоятельствах. Prabhupada was very uncompromising on this point. Шрила Прабхупада очень, бескомпромиссен был в этом отношении. Just to give you an example, one of the first Ratha Yatras in London was forbidden by the London authorities. Например, одна из первых радха-ятр была запрещена в Лондоне, ее не разрешили проводить. Can read Srila Prabhupada letters, his response was uncompromising. И ответ Шрилы Прабхупады в письме был бескомпромиссен. He said, you take the Ratha Yatra card and park it in London like a car in a main place and don't move it. You are just, okay, you are not allowed to walk, but you park it there and don't move. Шрила Прабхупада сказал, тогда возьмите колесницу, радха-ятровскую колесницу, привезите ее в центр Лондона, поставьте, запаркуйте там как машину и не двигайте никуда. Нельзя двигаться вам во время радха-ятры, пусть она стоит на месте. And when the police comes, you tell them, we'll move the car if you give us the permission. И когда полицейские пришли, мы сказали, что мы уберем колесницу, если вы дадите нам разрешение. By that time, devotees in London didn't have such a large Indian congregation to support them. И в то время у преданных не было такой индийской общины, которая могла их поддержать в Лондоне. So finally, they had their Ratha Yatra procession. И в конце концов они получили разрешение и провели радха-ятру. The demons have usually one very good quality. They totally underestimate the power infested into this movement by Lord Chaitanya Mahaprabhu. Есть очень хорошее качество у демонов. Оно состоит в том, что они очень недооценивают ту силу, которая есть в движении Господа Чайтаньи. Nobody can stop this movement except maybe us. Никто не может прекратить это движение, остановить его, кроме, может быть, нас самих. Only real danger for this movement are we. Единственная опасность, настоящая опасность для этого движения мы сами. When we deviate from the instructions of Srila Prabhupada. Это происходит тогда, когда мы отклоняемся от наставлений Шрилы Прабхупады. Otherwise, Haituke Apratihata, there is no external force which is powerful enough to stop this movement. А иначе нет никакой внешней силы, которая достаточно сильна, чтобы остановить это движение. There is no better example as Russia. И нет лучшего примера, чем Россия. There are recordings and there are testimonies of the first devotees preaching in Russia.
Есть записи и доказательства первой проповеди, истории первой проповеди русских преданных. I'm telling you here just some stories from Germany, but they are nothing in comparison to that, what Russian devotees had to go through in an early stage of Krishna consciousness in Russia. Я вам рассказываю истории санкиртаны в первые ранние дни в Германии, но они даже рядом не стоят с теми историями, которые случались в первые времена проповеди в России. In Germany, they would like to have done that, but they couldn't put us in psychiatric hospitals and vaccinate us with certain drugs, as it was done in Russia. В Германии они не могли сделать то с нами, что представители власти делали с преданными в России. Например, хотя они хотели бы так сделать, но они не могли по закону. Например, отправить преданных в психиатрическую больницу или накачать наркотиками. One should be always aware what this first devotees had to go through to preach, so we can sit today here and speak about Krishna. И нам нужно всегда помнить о том, через что пришлось пройти ранним преданным, ради того, чтобы мы сейчас могли здесь спокойно сидеть и слушать и проповедовать о Кришне. So you can read the testimonies of Srila Prabhupada first time visiting Russia. It is most instructive to see how Prabhupada could foresee what will happen. He knew that. И можно почитать истории Шрилы Прабхупады о том, как он приехал в Россию, и можно увидеть, что Шрила Прабхупада видел наперед, что произойдет. When he was sitting in a hotel and seeing on a red square every Sunday a little military parade passing by. Когда Шрила Прабхупада сидел там на площади в гостинице и видел в окно, что проходит такой военный парад каждое воскресенье. He said, in 20 years, this will be all over. You cannot suppress people like this forever. Он сказал, через 20 лет все это закончится. Невозможно постоянно нагнетать так людей вечно. That was, I think, around 1972. So he was almost precisely predicting this on the year. Это произошло где-то в 1972 году, и он был практически очень точен в своем предсказании, что через 20 лет так произошло. So certainly, whatever the situation in Russia may be, we are still enjoying the freedom of this very same transmission and freedom of being able somewhat to preach to the degree which was not possible before. И сейчас мы можем наслаждаться результатами того, что мы можем для какой-то степени свободно проповедовать то, что было недоступно ранее. Russia is such a huge country, so it's very different from place to place, I noticed. И Россия такая огромная страна, и очень сильно отличаются разные места в России. Я заметил, когда путешествовал. It is a very different countries being put together. Это как будто совершенно разные маленькие страны, которые объединены вместе. And I don't want to sound politically, and you may not be very pleased, maybe some of you, to hear this, but in comparison to Europe, Russia is still quite a sane place. И я не хочу звучать как-то, политически настроенным, разделять это все, но, честно говоря, вот Россия до сих пор выглядит очень святым местом, если сравнивать с Европой, например. Now I will get a little political. Under the direction of the United States of America, Europe goes to hell. И сейчас я немножко о политике заговорю, что под руководством Соединенных Штатов Европа отправляется в ад. Totally. Совершенно, полностью идет в ад. It's becoming a madhouse. Это превращается просто в сумасшедший дом. No, it was always mad. We know that. На самом деле она всегда была сумасшедшим домом, мы это знаем. I saw the 60s, 70s. That was really crazy time. И я же видел 60-е и 70-е в Европе, и это было сумасшедшее время. I never expected that in my lifetime I will
experience such a globally staged madness society today. И я даже понятия не имел, представить себе не мог, что я в своей жизни когда-нибудь испытаю такой уровень сумасшествия. So devotees should value the place they are, the kshetra, which was given to them to preach, and not thinking that actually elsewhere I will make more spiritual advancement. И преданным не стоит думать, что они где-то в другом месте совершат больший духовный прогресс. Нужно ценить ту кшетру, то место, где они находятся сейчас. This is actually one of the advantages of the present times, where demons are trying to control the ways people move around by their means, because they teach us to value more what we actually have right away here with us. На самом деле эти демоны делают то, что мы должны ценить. Они разными способами заставляют нас меньше передвигаться, и мы таким образом можем ценить то, что имеем вокруг нас здесь. You surely don't have to leave Russia to make more spiritual advancement. Вам уж точно нет смысла покидать Россию ради того, чтобы совершить больше духовный прогресс. This is a very physical, material idea. Это очень материальная идея, связанная с этим физическим миром. Right away there where you are, you look around and see what you can cultivate on Krishna consciousness, how you can spread it. That's all. Вот прямо здесь и сейчас обернитесь вокруг и подумайте, как вы можете распространить сознание Кришны. Вот и все. In Vedic times, only sannyasis and brahmacharis were migrating around. Otherwise, everybody was sitting at home, becoming Krishna conscious. В ведические времена только брамачари и саньяси путешествовали вокруг, а иначе все остальные сидели дома и проповедовали сознание Кришны. Now, for preaching, we can move, okay, but at large, if you want to create Krishna conscious society, that's consisting of at large with people who sit where they are and cultivate their environment in Krishna conscious way. Да, ради проповеди вы можете путешествовать, но так или иначе большие ятры образуются там, где преданные на месте, никуда не путешествуют, на месте развивают и культивируют сознание Кришны. So back to Germany, Prabhupada, his response to oppression we faced in Germany, he didn't analyze the details at all. Итак, возвращаясь к Германии, Шрила Прабхупада никогда не анализировал детально то, какие репрессиям подверглось движение в Германии. He knew that whatever mistakes were done by the devotees, they were done in pure mood of surrender to him. Он знал, что бы они сделали, преданные в Германии, все это они делали, мотивированные искренним желанием и преданием Шриле Прабхупаде. When I joined this movement, initiation was a matter of life and death. И я присоединился к этому движению. Initiation for you was a matter of life or death? Life and death. It was forever. It was finished. You changed your life completely. Да, я присоединился к этому движению, принял инициацию. Для меня инициация была вопросом жизни и смерти. Я полностью поменял свою жизнь навсегда. I never returned to my artistic career, which I liked so much. И я никогда больше не возвращался к своей карьере артиста, которую я очень сильно любил. I never returned to my friends. Я никогда больше не возвращался к своим друзьям. I certainly acted in a very unkind way to my parents. Я уже определенно действовал очень неблагожелательным образом по отношению к своим родителям. But I had to break up with that. I have to take leave. I had to go. Но мне нужно было все это, разорвать все эти узы, мне нужно было уйти. Later on, being more, you could say, situated in Krishna consciousness, of course, I went back to my parents, and I realized that they are not really opposed to Krishna consciousness
per se, they never rejected me. So we found a ground we could communicate. И, конечно, спустя какое-то время, когда я более, так сказать, уже успокоился и больше в сознании Кришны находился, я уже обратно, вернулся к своим родителям, как-то с ними стал контактировать и нашел способ, как с ними взаимодействовать. И я обнаружил, что они совершенно не настроены против сознания Кришны. This is the wonderful training you get when you're engaged in book distribution. Вот в чем состоит прекрасное результаты обучения. Да, когда вы проповедуете, All day you are moving amongst conditioned souls, and you realize the levels of conditioning and the ways they are tormented by the material energy. Когда вы проповедуете, вы видите, как люди сильно обусловлены и как их мучает материальная природа. И это сильно обучает вас потом в жизни. And Sankirtan, you cannot survive if you don't become truly compassionate. И на санкиртане вы на самом деле ничему не научитесь и не обучитесь тому, как стать по-настоящему сострадательным человеком. Вы не сможете продолжать. Not sentimentally compassionate, but real compassionate in knowledge about how covered these people are. И я говорю о сострадании не сентиментальном, а о том сострадании, которое дает вам понимание того, как сильно люди обусловлены. So I concluded after 3 years on Sankirtan, why do I see my own parents in a different way? They are also conditioned souls. И я через 3 года проповеди понял, а почему я не так же отношусь к своим родителям? Ведь они тоже очень сильно обусловлены и покрыты материальной иллюзией. So I found out that actually they can also be engaged in devotional service. И позднее я обнаружил, что их тоже можно занять в преданном служении. Even without knowing it. Можно их занять даже, притом они могут сами об этом не знать, не понимать этого. Most of our preaching is anyway conducted on this level. И в любом случае большинство нашей проповеди как раз таким образом и происходит, когда люди даже не знают, что они служат Кришне. People take prasadam, they don't know what it is. Люди принимают прасад. They don't know what it is. И они даже понятия не имеют, что такое прасад. They buy a book, they don't know what's inside. И они покупают книгу и даже понятия не имеют, что внутри. They hear Hare Krishna mantra, they also don't know what it is. Они слышат Харе Кришна мантру и тоже понятия не имеют, что это такое. Но все они в итоге очищаются. But they all become purified. Все они в итоге очищаются. You know. And speaking about ourselves, do we really know what we are doing all the time? А говоря о нас самих, а мы по-настоящему всегда понимаем, что происходит, что мы делаем. We know only that Srila Prabhupada told us to do this. Мы знаем, что Шрила Прабхупада нам сказал это делать, и мы поэтому это делаем. And as we do it, we find out, oh, this is really blissful. И когда мы выполняем то, что сказал Шрила Прабхупада, мы обнаружим, что, о, да, это действительно очень сильно, это большое счастье нам дарит. Krishna is achintya. Nobody can really understand him. Кришна ачинтя, и никто по-настоящему не может понять его. He doesn't even understand himself. He is so great. Он даже сам себя не понимает, насколько он велик. Oh, he's always wondering how great I am. I may be greater as I am, because his Ananda Buddhivardhanam is ever expanding. Он сам думает, какой я великий, но насколько я велик. So this is, you know, the nature of Krishna consciousness. И в этом состоит природа сознания Кришны. So our task is how to be part of this grand plan Krishna has, how to be somewhat useful to him. И наша задача состоит в том, чтобы понять, какое участие мы можем принять в этом великом плане Кришны, каким образом мы можем быть полезны ему.
We cannot imitate Srila Prabhupada, but we can follow him. Мы не можем имитировать Шрилу Прабхупаду, но мы можем следовать за ним. In our ways, according to the time, place, and circumstances, we will see how much we can apply Krishna consciousness. И мы можем своим такими способами, какими можем, в соответствии со временем, местом и обстоятельствами увидеть, как мы можем быть полезны сознанию Кришны. We should be determined, enthusiastic, but also patient. Нам нужно быть решительными, исполненными энтузиазма, но также и терпеливыми. Prabhupada was waiting practically his whole life before he really could start to preach. Шрила Прабхупада ожидал практически всю свою жизнь перед тем моментом, когда он действительно смог проповедовать. Anything, we can learn everything from Srila Prabhupada. И мы можем научиться у Шрилы Прабхупады практически всему. His life was not a walk through the rose garden so easy, you know. It was full of difficulties. И его жизнь не была такой уж сладкой, она была полна сложностей. His spiritual master left relatively early when he was still a young man. Его духовный учитель ушел из этого мира относительно рано, когда сам Шрила Прабхупада был достаточно молод. He saw him only a few times. И Шрила Прабхупада видел его всего несколько раз. The movement Bhaktisiddhanta Maharaj started was gradually falling apart. И то движение, которое Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж начал, постепенно стало разваливаться. Srila Prabhupada had not much support for his preaching enthusiasm from his family members. И Шрила Прабхупада не так уж много поддержки получал в отношении проповеди. Его не сильно поддерживали члены семьи. Finally, his business, his family fell apart. И в конце концов его дело, его бизнес и вся его семья тоже развалились. And he ended up sitting as a lonely man in Vrindavan, wondering what to do. И в конце концов закончилось все тем, что он остался один во Вриндаване и думал, что же делать дальше. And at the time where people usually retire and prepare themselves to die in a Krishna conscious way, Srila Prabhupada entered Jalatuta and came to save us all. Он был уже стар в этот момент, и в этом возрасте обычно люди уже уходят от всяких дел и оставляют этот мир в сознании Кришны. А Шрила Прабхупада в этом самом возрасте отправился на корабль Джаладута и уехал к нам всем в Америку. And he almost died on that boat. И на этом судне он чуть ли не умер. And after he almost died, he started a worldwide movement. И после того момента, когда он чуть не погиб, он начал движение. Это величайшее движение. We cannot imitate that, but we can follow that. Конечно, мы это сымитировать не можем, но мы можем следовать этому примеру. Because we are all going to die, you know that. Потому что все мы так или иначе умрем, все это мы знаем. So let's do something meaningful until then. Так давайте же сделаем что-то значительное перед этим. This, living somewhere, eating something, and all these things people do, it's kind of boring, you know. Где-то жить, что-то есть. Все люди этим занимаются, но это довольно скучно, не так ли? Let's have some fun. Так давайте повеселимся. I tell you quite frankly, I'm so grateful to Prabhupada. My life was not boring. Я так благодарен Шриле Прабхупаде, говорю вам честно, за то, что моя жизнь не была такой скучной. If I would write some sort of biography, it will be a very big book. Если бы я написал какую-то биографию, это была бы очень большая книга. I can tell you stories day and night. Я могу вам истории рассказывать днем и ночью.
smuggling Russian books on a North Pole to Russian bases being chased by polar bears. That's just one of them. Well, I couldn't do that. I didn't get it. Smuggling Russian books. Smuggling. What's On smuggling? smuggling, Juggling. bringing in a secret way, distributing Russian books on a polar, in a polar region called Svalbard, where the Russians have some bases, also, but it's a Norwegian territory. But we used to bring books there and give them to Russians secretly, Да, It's a very wild place. It's like Siberia. например, история о том, как мы распространяли книги в Польше где-то, там какое-то очень, есть территория, где есть русские в тот момент было, и было запрещено распространять, и вообще, и они очень секретным образом как-то проникали, эти книги передавали, в общем. There was still Mr. Brezhnev in charge in Russia. И в тот момент в России до сих пор еще правил Брежнев. We were already distributing Russian books in Norway on Russian bases. А мы уже распространяли в Норвегии книги на русском на базе России в Норвегии. Там база была какая-то военная или какая, и они там распространяли. It's a special place all the way up there in the north. It's called Spitsbergen, Svalbard. Вот это место Шпицберген находится. It's a place people walk to the North Pole, expeditions. Туда люди отправляются в экспедиции. Это очень высоко на севере там. Many polar bears. И там очень много полярных медведей. So, I mean, it was fun. В общем, это было весело. So there are so many, when you preach Krishna consciousness, life becomes really interesting. В общем, когда вы проповедуете сознание Кришны, жизнь становится очень интересной. You meet lots of interesting people. Вы встречаете очень много интересных людей. Both devotees and demons. И преданных, и демонов. In Germany, I met quite some really good demons also. В Германии я встречал довольно по-настоящему хороших демонов также. So, but I know one thing. Krishna is always there. He will always protect us. And he can see what we are trying, how we are trying to spread Krishna consciousness. And he will help us accordingly. Но я одно знаю точно, что Шрила Прабхупада всегда знает наше сердце и всегда нам поможет в соответствии с тем, чего мы хотим. The only thing which is required is the firm faith in the words of Srila Prabhupada. Единственное, что требуется, это твердая вера в слова Шрилы Прабхупады. So, maybe there's some questions in between. Do we have time for that or something like that? Может быть, мы посреди лекции какие-то вопросы обсудим? Может, у кого-то уже есть какие-то вопросы? А скажите, пожалуйста, сколько самых больше книг вы распространили? Can you please share the most amount of books that you could distribute? In one day? В один день, да? За один день? Yes. I remember that day very well. Я очень хорошо помню этот день. It was a small town with very few people. Это был очень маленький городок, и там было мало людей. It was raining and I was sick. Был дождь, и я был болен. I thought I will have to stay in a car because I was sick. И я думал, мне придется в машине остаться из-за того, что я заболел. But it's really painful to sit in a car watching people passing by, which possibly they could take a book. Но это было так
такую боль мне доставляло видеть, как мимо люди проходят, и я думал, вот они же могут взять книгу. Мне было очень больно на это смотреть. So all the devotees left the car and they were distributing, and I was just watching the people passing by sitting in a car. И я увидел, ну, преданные вышли из машины, стали проповедовать, а я сидел и смотрел на этих людей, которые проходили мимо. And I realized it will make me more sick just by sitting in a car and watching people. И я вдруг осознал, что вот так сидя и смотря, как люди мимо проходят, я так еще больше заболею. So I dressed another jacket, because I had a fever. And I just simply thought, at least I will go stand in front of the car and distribute at least one book. Я подумал, ну, я хотя бы одну книгу сейчас у машины встану и распространю. Я одел еще одну куртку сверху. So I took just few books in a hand, went out of the car, and the first lady which passed by, I offered her a book. И я вышел из машины, взял несколько книг и предложил книги первой попавшейся девушке. I realized I cannot even speak loudly. I was almost whispering. И я понимал, что я даже толком говорить не могу громко. Я чуть ли не шептал. She came very close to me, listening what I'm saying actually. И эта девушка подошла очень близко ко мне, чтобы услышать, что я говорю. So I just said, it's a very nice book for nice people, and she bought it actually immediately. И я сказал, ну, знаете, это очень хорошая книга для очень хороших людей. А она сразу же взяла эту книгу, купила ее. So I was thinking, wow, I distributed one book. I felt much better. I was thinking maybe I can distribute another book. И я распространял одну книгу и подумал, о, здорово, я даже себя лучше чувствую. Может быть, я могу еще одну распространить. So I packed some books in my bag and slowly walked towards on the street, approaching more people. И я положил еще несколько книг в рюкзак и отправился медленно, стал идти по улице и предлагать людям книги. Every book I distributed, I felt much better. И с каждой книгой, которую я мог распространить, я себя чувствовал еще лучше, намного лучше. And I just, without thinking, how long I will even stand there, I was just appreciating I can walk at all and speak at all and move around still while being so sick. So I was actually just moving, kept on moving. И я вообще забыл обо всем, я уже не думал, не планировал, сколько времени я здесь проведу. Я просто был благодарен тому, что я вообще могу двигаться, могу идти. И я просто продолжал двигаться и распространять книги. So when my bag was empty, I went to the car and I picked up more books. И когда мой рюкзак был полностью пуст, я вернулся к машине и еще больше книг набрал. In the evening, I came back to the car. Вечером я вернулся к машине, And devotees, they were already sitting there counting how many books they distributed, how much money they collected. преданные уже сидели там и считали, сколько они пожертвований собрали, сколько книг распространили. And they looked at me. I must have looked quite, sick. Они посмотрели на меня, и я наверняка выглядел очень больным. They look at me and said, so how many books did you distribute? Они посмотрели на меня и говорят, а ты сколько книг распространил? So I counted the books which actually disappeared from my bag. И And I said, посчитал книги, которые на самом деле уже не было в рюкзаке. and I said, I think I distributed something like 108 books. И я сказал, я думаю, где-то 108 распространил книг. They were shocked. They were going, how did you do that? И они в шоке. Как ты это сделал? It's a small town, it's raining, and you are sick. Это маленький город, еще дождь идет, да ты еще и болен. I told them, Я сказал им,
I have no idea. Я понятия не имею. It just happened. Просто так случилось. Somehow or other, people were nice, they took a book. Каким-то образом встречались хорошие люди и брали книги. It's all Krishna's mercy. Все это милость Кришны. There was no really material quality which caused this whole thing. Yeah, sorry, there was no material quality. There was no material reason why it should happen. И не было никакой материальной причины, почему это могло произойти. The next day I felt much better. Итак, на следующий день я себя намного лучше чувствовал. I chanted my rounds. Я повторил свои круги все. I felt strong. I jumped on a street. Я уже чувствовал себя сильнее, и я выпрыгнул на улицу. I approached the first conditioned soul and said, take it. И я обратился к первой попавшейся обусловленной душе и сказал, бери. And the man said, get lost. I will call police. И мужчина ответил, иди потеряйся, а то полицию вызову. And I struggled the whole day distributing 30 books. И я весь день мучился в попытках распространить 30 книг. So that day I never forgot, because it showed me that Sankirtan is absolutely powered by the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. И я запомнил этот день на всю жизнь, потому что это был хороший урок. Я понял, что все это происходит по милости Чайтаньи Махапрабху. We just have to be able to receive that mercy. Единственное, что нам нужно, это быть способными в состоянии принять эту милость. We are nothing else as the collectors of the mercy. Мы просто те, кто собирает эту милость. But we have to have a good collection bag for that. Но у нас, у самих, должна быть хорошая сумка для сбора этой милости. It's like, how do you get wet? How do you get wet? How you become wet? Да, как можно намочиться? How do you become covered by water? Как можно намочиться? Как можно покрыть себя водой? Well, you must stand in the rain. Нужно просто встать под дождь. So we have to stand in the right place to receive the mercy. То есть, чтобы обрести милость, нам просто нужно встать в нужном месте. The rain will not come in your room. А дождь к вам в комнату не попадет. I love this story. Many years ago in Mayapur, I heard Vaisheshika Prabhu describing how he actually one day distributed books. Мне нравится очень эта история. Несколько лет назад Вайшешика Прабху рассказывал, как он распространил книги. Это в Майяпуре происходило, он рассказывал. Said, I was sitting in my home doing many important things, but I thought, oh my God, today actually I should distribute some books. Я сидел в своей дома сидел и делал много важных вещей, и думал, боже, я должен сегодня выйти распространять книги. But my mind immediately told me, no, you cannot do that. You have so many things to do, important things to do. Но мой ум мне сразу сказал, нет, не надо, у тебя очень много важных дел сегодня. So I said, okay, my dear mind, but maybe I can just put some books in my car, so tomorrow I can go out and distribute some books. Я ему сказал, ну хорошо, давай тогда я просто положу несколько книг в свою машину, а выйду распространять завтра. And the mind said, okay, you can do that, but not today. Today you cannot distribute. You can put the books in a car, but today you will not distribute. Он мне сказал, хорошо, ты можешь положить книги в машину, но сегодня распространять ты не будешь. So I put the books in my car, and I was thinking, well, my dear mind, since I have the books in a car, I could just sit in a car and prepare how tomorrow I will distribute the books. Я сказал своему уму, дорогой ум, хорошо, но может быть давай я присяду в машине и подумаю, как вот завтра я буду распространять книги.
And the mind said, no, yeah, you can do that, but you will not distribute the books today. Он сказал, да, можешь сделать это, но сегодня ты распространять книги не будешь. Then I said to the mind, well, since I am sitting already in a car with the books, I could drive to the shopping street to look how it's going to be when I tomorrow distribute the books. И я сказал ему, ну слушай, если я уже сижу в машине с книгами, может быть, я подъеду к улице, там, где рядом магазины, и просто посмотрю, как завтра я буду распространять книги. So I drove with the books, with the car to the shopping street and just looked how it's going to be tomorrow. И я вот отправился на машине к магазинам и вот стал смотреть, как завтра у меня будет получаться, где я буду распространять. But then I thought, when I'm already here with the car, with the books, you know, parking at the shopping street, why cannot I go out and at least hold the book and experience how it will be like when I tomorrow distribute the books? И потом я подумал, а почему бы, смотри, я уже сижу в машине с книгами, уже уже запарковался рядом с магазином. Давай я возьму одну книгу, выйду и просто вот представлю, посмотрю, как это будет завтра, когда я буду распространять книги. But the mind said, yeah, you can do that, but you will not distribute the books today. Ум сказал, хорошо, можешь так сделать, но распространять книги сегодня ты не будешь. People are too crazy. Люди слишком сумасшедшие. It's raining. Еще и дождь идет. Not today, tomorrow. Не сегодня, завтра. Then I thought, well, since I am here, holding the book in a hand, standing in a shopping street, I could at least offer it to some lady to experience how it is when she holds the book. Потом я подумал, ну, раз у меня уже книга в руке есть, и я уже у магазина стою, может быть, я вот этой девушке предложу, просто чтобы понять, что я буду испытывать, когда вот девушка будет держать книгу в руке своей. The mind said, you can do that, but you will not distribute the book. Ум сказал, да, можешь это сделать, но распространять ты не будешь. However, the lady bought the book, and I was reaching for another book, and I found myself distributing this book today. И, однако, девушка все-таки купила книгу, и я потянулся за другой книгой и обнаружил, что я уже распространяю книги сегодня. I always like this story because it demonstrates how it's all in the mind, you know? И я очень люблю эту историю, потому что она демонстрирует, как все вот эти сомнения наши, они находятся в уме. So this is a story about you, not about Vaisheshika Prabhu, right? No, this is Vaisheshika Prabhu. Это Vaisheshika Prabhu рассказал о себе, это его история. But I learned from that, you know, that's what the mind can do to you. Но я из этой истории сам научился тому, что с вами может сделать ум. The mind always comes up with the same card. Impossible. It's impossible. Ум очень часто, к нам обращается с одной и той же мыслью. Это невозможно, это невозможно. Prabhupada said, this is a word in a fool's dictionary. We don't have this even. Impossible. Шрила Прабхупада говорил, что это слово невозможно. Из словаря дураков. У нас такого слова вообще нет. There is always a way to go on. Всегда есть способ. Like I give you an example, in Germany things became so bad that we couldn't distribute in the cities anymore. Итак, в Германии все стало настолько плохо, что в городах мы больше не могли распространять книги. I remember taking up new bhaktas and bringing them on the street. Я помню, как я взял с собой новых бхакт и привел их на улицу. The introduction in a German sankirtan those days was like this. И введение в санкиртану в те времена в Германии было таким образом все происходило. Like the bhaktas today will go on sankirtan. Итак, бхакты, сегодня вы пойдете на санкиртан. There is three kinds of police. Есть три вида полицейских. That's how it started.
Вот так все начиналось. The first instruction you go to Sankirtan, you learn how there is 3 kinds of police. Первая инструкция на санкиртане была о том, что есть 3 вида полицейских. There is the one who checks just the shopping street. They don't have much legal power. Есть те, кто просто находится на улицах с магазинами, у них нет особо никаких полномочий. They don't have even a uniform. У них даже одежды нет полицейской. But Формы. then comes the one with the uniform. А потом приходит тот, у кого есть форма. There you have to show an ID card if they What? ask for it. Вот ему уже нужно показать свое удостоверение, если он его попросит. And eventually you have to follow them, what they say. И в конце концов нужно следовать тому, что они говорят, типа. Otherwise, they will just put handcuffs on you, and put a gun on your head. А иначе они просто вам наручники наденут на руки, еще и пистолет к виску приставят. And then there is the most dangerous one. It's called criminal police. Но самые опасные были криминальная полиция. They always come by 2. Sorry? They walk always 2 men. Да, они всегда вдвоем ходили. They don't have a uniform. И у них тоже не было формы. They have leather jacket, blue jeans, and Adidas tennis shoes. Они носили теннисные такие кеды, Adidas, джинсы и этот пиджак кожаный. This is their secret disguise. Вот такое была их секретная форма, они скрывались так. When you are trained, you see them immediately. А когда вы уже обучены, вы их сразу увидите. And they come and ask you what kind of book you have in hand. Они подходят и говорят, а что у вас за книги в руках? If you are a naive bhakta, you will offer them the book. Если вы наивный бхакта, вы им сразу книгу предложите. They will steal it immediately. Они их украдут у вас сразу. They rip it out of your hand and say, this was a present. Они сразу выхватывают у вас ее из рук и говорят, о, это был подарок. When you reach for the book, trying to get it back, А когда вы тянетесь за книгой, чтобы ее обратно получить, they will immediately imprison you for stealing it. они сразу вас задерживают за то, что вы воруете у него уже книгу. You will end up sitting in a courtroom, not being able to explain how is it possible that you gave the book for free and then you stole it back again. И в конце концов все заканчивалось тем, что вы сидели в суде и не могли объяснить никому, что как такое возможно. Вы бесплатно отдали книгу, а вас уже посадили за то, что вы ее воруете. It's a trick. Вот такой был трюк у них. They defined to put devotees in trouble, possibly in jail. И они просто пытались всяческим образом преданных посадить в тюрьму. But they always have the blue jeans and the leather jacket and the Adidas shoes, so you know where they are. Но мы всегда знали, кто они, потому что они носили одну и ту же одежду. Это кожаный пиджак, эти джинсы и Adidas, кеды Adidas. I remember once this happened to me. Я помню, как однажды со мной это произошло. There was these 2 policemen dressed up like this, and they were watching me distributing books. И были эти 2 полицейских, которые видели, как я распространяю книги, они наблюдали за мной. And they watched me give out the books quite freely into people's hands, you know. Они видели, как я довольно свободно даю книги в руки другим людям. So they came close and they were always trying to position themselves, so I give the book also to them. И они как-то так всегда вставали, чтобы... Ну, я им тоже предложил книгу. But I didn't. Но я им не предлагал. So they took another turn and they came from another side. I'm waiting again until I finally give them the book. Ну, и они прошли мимо, и с другой стороны пошли. И снова стали ждать, когда я предложу им книгу.
And this game was going on for quite a while. И эта игра продолжалась какое-то время, But I got really tired of this. но я в конце концов устал от этого. So finally, I took the book like this and I hold it really tightly. И в конце концов я взял вот таким образом книгу и держал ее очень крепко. So I offered them the book, И я предложил им книгу, and immediately the one of them tried to rip it out of my hand. и тут же один из них попытался ее выхватить у меня. But I hold it very tightly. Но я держал ее очень крепко. I was prepared for that. То есть я был к этому готов. So the man was shocked because he thought he will just take it, but he couldn't. It was stuck. И этот один из мужчин просто был шокирован, что он ожидал, что он ее заберет, а он не смог. Я ее держал крепко. And I just smiled at them. И я улыбнулся им. I told them, this book is just an exhibition copy. It's glued here, you know, to the hand. You cannot take it. Я им сказал, что эта книга – это экспонат просто. Это копия, книга-экспонат. Она приклеена к моей руке, вы ее взять не можете. They got so angry and they left. Они так сильно разозлились и ушли. So this is what you learn in Germany on Sankirtan, you know. Вот этому нужно было учиться на санкиртане. But things, so far I heard, I was not in Germany for a long time, things changed. Но сейчас все изменилось в Германии. Now German police has different problems, not just some Hare Krishna distributing some books. Да, сейчас в Германии у полицейских много других разных проблем, а не просто Харе Кришна, который распространяет книги. Now there are people walking around killing people with knives and distributing bombs. Сейчас есть люди, которые ходят по улицам Германии с бомбами и с ножами, убивают людей. So devotees, they are known, they know what we are doing and they know what we are aiming for. We are not a threat to the German government. И сейчас мы не представляем никакой опасности немецкому правительству. Они знают, кто мы и что мы делаем. And devotees, of course, also learned to act in a more, you could say, intelligent way. И преданные тоже научились действовать более разумным образом. Sometimes a little bit too intelligent for my taste, but I don't want to dwell on that here in this talk. Да, иногда даже, на мой вкус, иногда даже слишком разумно, но я сейчас не буду вдеваться в эту тему на этой лекции. Now we don't have to always do what demons say. То есть мы не всегда обязаны действовать так, как говорят нам демоны делать. Even non-devotees don't do that. Даже не преданные не делают все, что от них требует это правительство. But once again, we have to learn how to catch the fish without getting wet. Но опять же, нам нужно научиться тому, как поймать рыбку и не намочиться при этом. This is up to the local devotees. This is very individual way to deal with things. Но это все очень индивидуально и зависит от преданных на местах, как справляться с этими вещами. It takes a little intelligence to do that. То есть, чтобы это сделать, требует какого-то разума. Therefore, Prabhupada never gave detailed instructions how to distribute these books. Хотя Шрила Прабхупада не давал каких-то детальных наставлений, как именно распространять книги. He taught us about the mood and about the consciousness we should have while distributing these books. Но Шрила Прабхупада говорил о настроении и сознании, с которым мы должны распространять книги. Почему мы должны это делать? And we should study this very carefully. И вот нам нужно эти вещи очень подробно изучить, тщательно. We can apply things in principle
but the individual way how that principle is applied, we have to see locally. То есть мы должны принять этот принцип и применить его в своем жизни, в своей ситуации, но уже в соответствии с местом, то есть каждый локально. But one thing we should be sure, the best way to preach Krishna consciousness, and that doesn't make the other ways worse, but the best way is to distribute the books. Но лучший способ распространять сознание Кришны – это распространять книги. И этот способ не делает другие способы хуже, но лучший способ – это распространять книги. We will all disappear one way or another, but books will stay. Мы так или иначе все уйдем, все исчезнем, но книги останутся. Everything, even the preaching in Russia, started by book distribution. Все, даже проповедь в России началась с распространения книг. I heard in a very detailed way how before even the first Russian books came to Russia, Я слышал даже... Prabhupada books were Я очень подробно слышал о том, как даже до того, как первые книги появились в России, Prabhupada books, which were in a first place just exhibited on an international book fair in Moscow, with nobody preaching, just the books were there. They became a source of a great concern for the KGB and for the government in Russia. Я слышал, что была какая-то международная выставка книг, и еще до того, как книги появились в России, вот, КГБ уже были обеспокоены книгами Прабхупады, они их заметили на этой выставке. This was told to me, this story, by a Mataji, who was one of the first devotees in Russia. Мне это сказала одна матаджи, которая была одна из первых преданных в России. And when she was finally caught and interrogated by a KGB officer, she asked him simple question. И когда ее в конце концов тоже вот поймали и допрашивали в КГБ, сотрудники КГБ, она сама спросила их. She said, "What are you afraid of? I am basically just a simple woman. I'm chanting Hare Krishna. Is this so dangerous for you and the Russian government?" Она спросила, что вы так боитесь? Я простая женщина, которая повторяет Харе Кришна. Неужели это так опасно для правительства? And the officer was a little bit sympathetic. А офицер оказался, он проявил какую-то симпатию к ней. In Russia, even amongst the KGB officers, you found devotees, you know that. То есть даже среди КГБ в России можно найти преданных. It's an amazing place, Russia. Это удивительное место, Россия. Actually, I found devotees in German police also. На самом деле и в немецкой полиции мы тоже преданных находили. I could tell you quite some stories. Есть несколько историй на эту тему. But the officer actually told her, "This is not you and your chanting, which is dangerous. Something else is more dangerous." И офицер сказал, что нет, опасно не ты и не твое повторение Харе Кришны. Есть кое-что другое, что опасно. That I shouldn't tell you that, but you remember the book fair where the books of your guru were exhibited in Moscow? Он сказал, что я вообще не должен тебе это говорить, но помнишь эту выставку, которая проходила в Москве, где книги твоего гуру Махараджа стояли, выставлены были? You know what happened to these books? Знаешь, что с этими книгами произошло? They were all bought up by the universities, which, the professors, and they were, of course, visiting the book fair. So they bought all these books from your guru. То есть профессора разных университетов выкупили эти книги,
есть они заметили их на выставке и выкупили их. And they placed these books in the university libraries. И они, ну, эти книги поместили в библиотеку университета. There was nothing illegal about that. Nothing what? Nothing illegal. It was not forbidden to do Да, this. да, это не было нелегально. То есть это не было запрещено выставить книги в библиотеке. The problem started when all the professors going in a library started to read these books. Проблема началась тогда, когда все профессора начали ходить в библиотеки и читать эти книги. At that time, practically all the professors had to be the members of the Communistic Party. В то время всем профессорам им полагалось быть членами партии. After reading these books, А после one прочтения after этих another, книг, one after another, they dropped out of the Communistic Party. после прочтения этих книг все эти ученые, профессора начали покидать партию. It became so massive that actually, you know, the KGB realized what's happening. All these professors, they are leaving the Communistic Party. What's happening? И КГБ начали задумываться, что происходит, почему все эти профессора покидают партию коммунистическую. Then they found out they were all reading Prabhupada's books. И потом они обнаружили, что все эти профессора читали книги Прабхупады. Therefore, they said, it's the books which is the biggest danger for us. Поэтому они сказали, это книги, которые представляют для нас величайшую опасность. So we don't know who is going to read these books or where the books will end up, but the more we distribute, the more we have a chance to spread Krishna consciousness. И мы не знаем, кто прочитает эти книги и что с этими книгами в итоге случится, но мы знаем, что чем больше мы их будем распространять, тем больше распространится сознание Кришны. So the more purely we represent Srila Prabhupada, the more chance we have to succeed in spreading Krishna consciousness. Итак, чем более чисто мы будем представлять Шрилу Прабхупаду, тем больше шансов у нас достичь совершенства в распространении послания. Some more questions or some maybe? Может, еще какие-то вопросы? Там видел в чате, да, что-то есть? Сейчас. Как помнить на санкиртане, что это Кришна распространяет книги, а не мы? How to remember that Krishna distributes books, not us. Oh, just do it. Да просто распространяйте, просто делайте это. Krishna will teach you right away there on the street. Кришна вас тут же прямо на улице научит всему этому. Sankirtan is not about much theory. Distributing books is a very simple activity, but it's about practicing. Санкиртана это не теория, и сознание Кришны это больше практика, а не теория. You just go on the street and smile and offer somebody a book. Просто выйдите на улицу, улыбайтесь и предложите кому-нибудь книгу. And things start to happen. И все начнет случаться с вами. The people around you will change. Люди вокруг начнут меняться. And you will change too. И вы также изменитесь. Before I actually end up distributing books, which was 3 days after I joined Krishna consciousness. Can translate? Haribal? Are we connected? Манидхара Прабху, а вот а кто-нибудь понимает по-английски? Кирилл куда-то пропал. Mm-hmm. Are we connected?
Просто переводчик куда-то его выкинул. Манидхара Прабху. Сейчас, секунду. Yeah. Можем переводить. I'm sorry, Prabhu. Our translator is out right now for a few seconds. He will come back. Can you wait a little bit? Sure. For Russia, I will wait until next year. We have a question here. Hare Krishna, please accept our obeisances. Haribol. How we can motivate our mood during the conversation with the people, with the man to which we are offering the book and asking for donation. What is our motive and our mood during this conversation? This is definitely the key point, the book distribution. It's our motivation. You see, when we serve Krishna, devotional service, Srila Prabhupada wrote this to me, is absolute. Any kind of devotional service is of transcendental quality. Somebody is translating? Yeah? Кирилл, звук. Что же за неполадка сегодня? Есть, я вернулся. Sorry for being absent. There is some technical problem. So could you please repeat your last question? So, shall I continue? Yeah. So, the motivation will be tested on Sankirtan. Мотивацию вашу будут проверять на санкиртане. Devotional service is absolute. Any kind of devotional service is of transcendental quality. Преданное служение трансцендентно и абсолютно. Любое служение. But even on that level, there are gradations. Yes. Но тем не менее, даже на этом уровне всегда есть какая-то градация. So Sankirtan is such a wonderful service. It doesn't permit, in a long term, any material motivation. То есть санкиртана настолько удивительна, что она не позволяет вам никакую материальную мотивацию. Your book you distribute. Кирилл, плохо слышно. Плохо слышите? Ага. Так, подождите, сейчас. It wasn't even your idea to go out and. Just a second, sorry. Так Yeah. лучше? Да. Так лучше, точно? Да. Сейчас, секундочку, Wi-Fi подключается. Сейчас лучше? Лучше, да, Кирилл. Хорошо слышно. Sorry, can you repeat, please? We can continue? Yes, please continue. Please repeat. Okay. The whole process of Sankirtan wasn't our idea. То есть весь этот процесс санкиртаны не мы придумали. This is coming straight from Lord Chaitanya Mahaprabhu, from Krishna and from Srila Prabhupada. Все это идет от We are just servants. Haribol? Can you hear me? Yeah, now I can. Кирилл, вы зависали, там не слышно было ничего. Ага, то есть весь этот процесс сознания Кришны
нам дал Господь Чайтанья Махапрабху и Кришна, и Шрила Прабхупада. That solves the issue because we are just delivering the message. There is nothing more to it. То есть мы лишь просто передаем это послание, и мы совершенно никак иначе не участвуем в этом. So the response of the people, of course, we should do it nicely, but ultimately it is not our business really. We are just delivering the message. То есть мы просто передаем послание и ничего более. But it takes real lots of praying to overcome the false ego and the conditioning of the people we meet. Но чтобы преодолеть обусловленность людей, которых мы встречаем, и ложное эго наше, требует очень много молитвы. Remembers me on one bhakta I took once in Germany. He was totally incompetent. He couldn't even, due to his previous drug abuse, he looked terrible. He couldn't even distribute anything. Я помню одного бхакта в Германии, который совершенно ничего не мог. Он перед тем, как присоединиться к движению, употреблял наркотики и вообще даже ничего сказать не мог. Just by seeing him, people were running away. И он ужасно выглядел, люди просто, смотря на него, убегали уже. But he was very determined to go on sankirtana. Но очень решительно хотел ходить на санкиртану. We used to call him Bhakta Frankenstein. Anyway, that's another thing. So мы его называли Бхакта Франкенштейн, но это другая история. So I was trying to teach him how to distribute. I mean, it was quite hopeless. Я его пытался учить, как распространять книги, и это было просто безнадежно. He always forgot what to say. Он все время забывал, что нужно говорить. So finally I told him, you know what? When you forget everything, just chant Hare Krishna. Я в конце концов сказал ему, когда вот все забываешь, просто повторяй Харе Кришна. I remember exactly a lady was standing on a street. He gave her a magazine, a Back to Godhead magazine. Я помню, как он... And he forgot what to say. Я помню, как он встретил одну девушку, и он дал ей журнал «Обратно к Богу», и вообще забыл, что говорит. So, but he didn't forget to chant Hare Krishna. Но повторять Харе Кришну он не забыл. So he was standing there, the lady had a magazine in her hand, and he was going, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, 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 Hare Hare. И вот And он she стоял, stared at him. и вот он стоял рядом с этой девушкой, забыл все напрочь, стал повторять вот так вот Харе Кришна. Она стояла, смотрела на него. And she just stared at him, completely shocked. She said, what are you doing? И она просто уставилась на него в полном шоке и думала, что ты делаешь? And he said, I'm praying, so you take the magazine. И он сказал, я молюсь, чтобы ты взяла журнал. And she took it. И она взяла журнал. She said, if you are praying so badly, I have to take it. Она сказала, ну если так сильно молишься, то я возьму, я должна взять. She was a kind of pious lady. Ну, она была довольно благочестивой девушкой. Essentially, it's a question of prayer. То есть, в конце концов, это вопрос молитвы. Full dependence on Krishna and Srila Prabhupada. То есть, полное предание, полная зависимость от Шрилы Прабхупады и Кришны. This will never change. И никогда эти обстоятельства не поменяются. Так будет всегда. When I go today, sometimes still on the street, it's the same thing. It's just a question of praying. И когда я даже по сей день выхожу распространять книги, все остается прежним. Это вопрос молитвы. I cannot go out and say, I'm the senior Vaishnava, Manidhara Das, you take the book. Я же не могу так выйти на улицу и сказать, я старший преданный, Манидхара Прабху, возьми книгу. They couldn't care less. Им вообще делать, нет для этого дела никакого. Just some older guy running around here. What do they care? Какой-то старик тут бегает. Какое дело им до меня? So it's the same situation like when I was 18 years old.
То есть ситуация не изменилась. То же самое, когда мне было 18 лет. It's a question of sincerity, praying, and totally depending on Krishna's mercy. Это вопрос искренности, молитвы и полной зависимости от Кришны, от милости Кришны. And then it becomes very interesting. И тогда, благодаря молитве, все начинает становиться очень интересно. I met people who just say, no, I will not take the book. I don't read books. Я встречал людей, которые говорили: нет, я не возьму книгу, я не читаю книг. And you say, that's okay, you can just take it. А вы говорили, ну, я тогда Give it говорил: as да a нет, present. все нормально, просто возьми книгу как подарок, возьми, кому-нибудь дай. They say, I have no money. Они говорят: у меня нет денег. You can say, that's okay, you can just give a little bit. Надо сказать: ну, ничего, просто чуть-чуть дай. And while you are doing this, you are praying. Когда вы так действуете, вы на самом деле молитесь. And they take a book they don't read, and they give the money they don't have. И тогда они берут книгу, которую они не будут читать, или которую они не читают, и дадут деньги, которых у них нет. They don't know what they are doing. То есть они даже не знают, что делают. And I know only one thing, it's all Krishna's mercy. И я единственное, что точно знаю, все это милость Кришны. This is how it happens. Вот именно так все происходит. This is Sankirtan is not based on some material logic. That's too limited for them. Санкиртан не основывается на материальной логике. Это все слишком ограничено для такой безграничной деятельности. It's not a question of some selling technique or some trick or something like that. Not at all. It depends on our sincerity. То есть это не вопрос каких-то техник продаж или еще чего-то. Все зависит от нашей искренности. I saw Mataji's distributing books. It's really hilarious how they do it sometimes. И я видел, как Матаджи распространяют книги. И иногда это очень забавно, очень смешно, как они это делают. We used to have in Germany a very powerful Mataji Sankirtan parties. У нас были в Германии очень такие сильные, влиятельные, могущественные группы санкиртаны из девушек. Sometimes these arrogant Germans, they said to that Mataji, what will you do if I don't take the book? Иногда эти высокомерные немцы говорили Матаджи: да что ты сделаешь, если я не возьму книгу? The Mataji looked at him and said, then I will cry. И тогда Матаджи смотрел на него и говорил: тогда я заплачу. Oh, okay, then better I take the book. И тогда немец говорил: ну ладно, я лучше возьму книгу. When you have a man body, you cannot distribute like that. Но когда вы мужчина, в мужском теле, вы так не можете распространять. It doesn't matter when you cry or not, they will not take it anyway. Неважно, заплачете вы или нет, они не возьмут книгу все равно. Man has another qualities they can apply. У мужчины есть другие качества, которые они могут применить. So, whatever we have, when we all invest it into the process of book distribution, it will be well invested. Все, что у нас есть, мы можем задействовать в процессе распространения книг, и это наше вложение будет прекрасным. It never stops fascinating me to see devotees distributing books. Everybody has his own way to do it. Я всегда заворожен, как видеть, как распространяют книги другие преданные. У каждого преданного свой уникальный стиль. It's beautiful to see how the conditioning and the body we have can be used in this way. Удивительно, как обусловленность и то тело, которое мы имеем, можно задействовать во всем этом. I know Sankirtan devotees, they distribute simply by dint of their voice. Dint? By means of their voice. It's how the voice, the sound of the voice, which makes the books being distributed.
Я знаю преданных, которые просто своим голосом распространяют книги. То есть тем звуком голоса, который у них есть. I know in Czech, there's one devotee, when he distributes, it sounds like an opera singer, you know. Я знаю один преданный в Чехии есть, который, когда распространяет, он как будто как оперный певец поет. He goes, hello, this is a very nice book. Он вот так People are делает. just stunned, you know. Он говорит: People are just здравствуйте, hypnotized by his voice. это замечательная книга. И люди просто замирают и берут книгу. They forget what he's saying. It's just the voice. It's so amazing. То есть они вообще даже забывают, что он именно говорил, но сам голос их так завораживает. Because people are basically very, very emotional beings. Потому что на самом деле люди в большинстве своем очень-очень эмоциональные. They are very sentimental. Очень сентиментальны. Either they like you or they hate you. Любят они вас или ненавидят. That's all. Вот и все. So Sankirtan is about putting our whole being. We are not selling just the books. We are selling ourselves. И санкиртана, она заключается в том, чтобы себя туда вложить. Мы же ведь продаем не книги, а самих себя. It's the sincerity of purpose, Srila Prabhupada used to call it, or the way we are motivated, which defines how we distribute these books. Это чистота мотивов, как говорил Шрила Прабхупада. Или именно наши мотивы определяют способ, как мы распространяем книги. This is what makes Sankirtan going on. Вот именно эта чистота мотивов позволяет санкиртане продолжаться. Not some sophisticated way. Who is sophisticated on the street to start with? Just go out and look at this, what you have. Да, они People are very simple. не какие-то применять вот эти супер техники, методики. Люди очень простые. Нужно просто выйти и распространять. And they don't go on a street to buy Hare Krishna book. That was usually not their idea. И люди не выходят на улицу, чтобы купить книгу Хари Кришны. But when they meet a sincere man, sincere woman, who knows that their whole life depends on that book, they will feel it. Но когда они встречают очень искреннего мужчину или женщину, и которая знает, что вся жизнь человека зависит от вот этой книги, они начинают это чувствовать, эти люди. I mean, what we used to say to people on the street, you cannot imagine. It was not lies. It was real, but it was impossible for them to understand. Вот я имею в виду, что мы иногда такие вещи говорили людям, которые... Это не ложь была, это была правда, но просто это было невозможно понять обычным людям. I remember when the first German Krishna books came out, every book being published was like a festival. It was like a feast. Я помню, когда впервые вышла книга Кришна на немецком, и вообще каждая книга, которая выходила, у нас вызывала праздник, мы сразу целый пир устраивали. I remember this one Mataji, she was so excited by reading Krishna book. She changed her whole mantra, what she was saying to people. Я помню, как одна преданная Матаджи, прочитав книгу Кришна, она поменяла вообще мантру или подход, с которым она обращалась к людям на санкиртане. She was so excited. She went to the people and really told them, I heard this. She said, today we are distributing this wonderful book about this wonderful little blue boy. Can you give a little donation for the little blue boy? Она прочитала книгу Кришны, выскочила на улицу и говорит: сегодня распространяют эти замечательные книги о маленьком синем мальчике. Можете дать свое пожертвование для маленького синего мальчика? People got completely excited. They were going, whoa, 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 how is the blue boy doing? Okay, then they gave a donation for the blue boy. И люди просто, они сразу так воодушевлялись и думали: о, здорово, как там синенький мальчик поживает? Я дам пожертвование для синего мальчика.
There was no rationality to that. There was no rational explanation. То есть рационального объяснения этому It не was было. it was the excitement of the devotee and the enthusiasm which actually infected the people to act Это in a было particular way. Это было вдохновение, которое заражало других людей. This is not sentimental. This is deeply spiritually inspired. И это не сентиментально. Это на самом деле очень глубоко духовное вдохновение. Was one of my godbrothers. He distributed books to soldiers, Bhagavad Gita. Один из моих духовных братьев распространял Бхагавад-гиты солдатам. They get a certain amount of money on certain date, so he knew that. So he was standing in front of the military barracks selling Bhagavad Gita. Этот преданный знал, когда именно получают свои деньги военные, и он в этот день как раз вышел распространять Бхагавад-гиты. And he told them when they were going out, enjoying, he told them, you have to buy this book. И он, когда эти военные выходили со своей зоны, он там встречал их и говорил, ты должен взять книгу. And he looked very seriously. И тогда военный очень серьезно на него глядел. That you have to buy this book. This is a book which was, it's actually a speech to a soldier who never wanted to fight. After hearing this speech and reading this book, he was ready to fight. Сам преданный очень серьезно так смотрел из-под лобья на военных и говорил, вот эта книга о военном, который отказывался сражаться, но после того, как с ним провели беседу, он принял бой. Надо тебе взять ее. You can also distribute Bhagavad Gita like this. Вот вы можете тоже так же распространять Бхагавад-гиты. So it's time. Что там у нас? Время уже? Время уже. We have to close down. Спасибо Whoever большое. is interested, I'm open for any kind of discussions, everything, anytime. I have eventually my webpage. If somebody wants to write an email, everything, please, let's churn the sankirtan and the preaching katha as much as we can. Так что я всегда доступен, у меня есть email, у меня есть веб-сайт, вы можете писать туда, давайте объединяться в движении санкиртаны, проповеди. Если какие-то вопросы, еще что-то можете писать. Спасибо вам большое, Манидхара Прабху, то что для нас это огромная честь, вы легенда санкиртана, и погружаетесь в такой чистый нектар преданного служения. Thank you very much, Manidhara Prabhu. That's an honor to have you. You're a legend of Sankirtan, and it's nice to hear. Thank you very much for being there. Спасибо, что пригласили. Мы сможем тогда вас периодически приглашать, Манидхара Прабху. So we can, time to time, we can ask you to come, right? Anytime. Да, в Anytime. любое время, да, когда вы можете хотите. Спасибо вам большое. Day and night. Да, днем и ночью я для вас доступен. Для нас это большая честь, Манидхара Прабху. It's a big honor for us. Okay. Srila Prabhupada ki jai. Jai.